Привет, Теплица на связи. Сегодня поговорим о двух интересных приложениях – LM Studio и Jan AI. Их фишка в том, что они позволяют запускать языковые модели прямо на вашем компьютере без интернета и облачных сервисов. Это означает конфиденциальность, ваши данные никуда не уходят, и свободу настройки нейросети под конкретные задачи. Но во всем есть свои нюансы. LM Studio — это платформа для локального запуска языковых моделей на вашем компьютере. Локально, без интернета, безлимитно и без передачи данных третьим лицам. Причем все это делается очень просто и в удобном интерфейсе. В первую очередь речь идет о текстовых моделях, но если у вас мощный компьютер с видеокартой от NVIDIA, то можно попробовать и другие. Скачать приложение можно с официального сайта, ссылка, конечно, будет в описании. Оно доступно для Windows, macOS и Linux. Есть разные версии, можно выбрать ту, которая подходит для вас. Устанавливаем, и сама программа выглядит как привычные нам текстовые модели. Чат — история запросов. Сразу скажу, отличие LM Studio — вы можете создавать папки и группировать в них чаты, просто перетаскивая. Мелочь, но очень удобно, чтобы не путаться и не искать по истории запросов. Слева главное меню, которое нам понадобится. Под значком папки будет находиться список всех установленных нами моделей. Их можно будет оттуда запустить или удалить. Собственно, сам поиск моделей, инструменты для разработчиков и чат, вход в основное рабочее пространство. Нажимаем «Обзор» и видим список моделей, которые он нам предлагает. Их тут много, есть те, которые постоянно на слуху, есть менее распространенные. И на каждую модель еще много версий. Полные, сжатые, урезанные, заточенные под определенные задачи. Когда нажимаешь на модель, справа появляется ее описание. И первое, на что следует обратить внимание, подойдет ли она для вашего компьютера. LM Studio сразу выдает вердикт оценки. Удобно, чтобы не тратить время на скачивание и установку. Также здесь видна популярность выбранной версии, количество скачиваний и рейтинг оценок. На это тоже можно ориентироваться при выборе. Это вот отмечено зеленым цветом, значит, можно смело ставить. Но встречаются такие, где сразу этой информации нет, потому что представлено несколько вариантов для скачивания. Нажимаем на название и видим 4 варианта, 2 из которых мне не подходят. Это сейчас были модели, которые работают только с текстом. Если в описании есть вот такой значок, значит модель уже работает с изображением. Как правило, не генерация, а анализ и описание. Давайте уже что-нибудь установим и посмотрим, как это работает. Пусть будет Qwen 3. Выбираем подходящую и жмем «Скачать». После завершения загрузки LM Studio в нескольких окнах предложит вам запустить модель. Тут не промахнуться. Вот и все, модель работает. Задам какой-нибудь простой вопрос для теста. Да, все готово, дал большой развернутый ответ. Есть даже экспериментальная функция работы с файлами, но сейчас не об этом. Я отключил интернет и задал следующий вопрос в офлайн режиме. И тоже готово, но в таком случае нейронка будет ограничена тем, как и когда она была обучена. То есть работать с текстом, с определенными вечными темами можно, а вот все, что касается событий, которые случились после установки ее на ваш компьютер, сомнительно. Это как библиотека с книгами, застывшими во времени. Работать с классикой легко. Искать свежие новости бесполезно. Нажмем на «Мои модели», скачанный Qwen находится там. Давайте попробуем еще модель, которая работает с изображением. Находим, скачиваем и устанавливаем. Количество моделей ограничено только вместимостью вашего устройства. Запускаем, добавляем картинку и просим, например, узнать, что за город на изображении. Сработал четко. Быстро переключаться между моделями в рамках одного чата можно с помощью меню вверху экрана. И еще одна возможность — тонкая настройка моделей. Здесь действительно большая свобода для кастомизации. Меню настроек в правом верхнем углу. Они, конечно, потребуют от пользователя определенной подготовки. Здесь можно задать как базовые основы поведения модели, так и корректировать выдачу информации, учитывая огромное количество параметров. Тема, на мой взгляд, достойна отдельного видео. Напишите в комментариях, если было бы интересно подробнее посмотреть, какой параметр за что отвечает. Теперь снова идем в обзор моделей. Кроме предложенных, есть еще возможность ставить модели непосредственно с Hugging Face, репозитория, где на данный момент их свыше 1,5 миллиона. И сделать это довольно просто. Пишем в поисковике название, и LM Studio найдет все доступные версии. Далее останется выбрать ту, которая совместима с компьютером, и установить. Пусть это будет Claude от Mistral. Выбрал вариант полегче для обзора. Кстати, сразу из программы можно посмотреть карточку выбранной модели на Hugging Face или просто быстро скопировать ссылку на нее. Интересно, если хотите получить больше информации. Скачиваем, устанавливаем, убеждаемся, что все работает.
С небольшими галлюцинациями, но это возможно, потому что из всего огромного количества доступных моделей какие-то могут плохо понимать русский язык. Все определяется путем эксперимента, благо в попытках вас никто не ограничивает. Коротко, удобно, безлимитно, быстро, для работы с текстом подходит. Но вот в более серьезные вещи необходимо мощное железо. Друзья, большое спасибо за ваши комментарии. Они позволяют нам становиться лучше и интереснее. А вместе с лайками и подписками они помогают нам попасть в рекомендации на YouTube и быть услышанными. А ведь это именно то, для чего мы работаем. Это важно. Спасибо. Jan AI также предлагает локальную установку моделей, полностью офлайн работу и приватность. К плюсам, наверное, стоит отнести его открытый исходный код. У LM Studio он частично закрыт. Прозрачность всегда вызывает больше доверия. Ну, еще, на мой взгляд, тут довольно просто устроена работа с API, но это покажу позже. Пока заходим на официальный сайт. Также представлен выбор для разных операционных систем. Качаем и устанавливаем. В основной рабочей области привычный нам чат. Внизу выбор скачанных моделей и их настройки, слева кнопка чата и поиск моделей. Большой выбор предложенных вариантов скачивания с кратким описанием. У каждой может быть несколько версий, это можно узнать, если нажать на флажок рядом с кнопкой скачивания. Слева есть фильтры моделей по параметрам, и чтобы сузить список до тех, которые подойдут именно вашему устройству, можно просто сдвинуть соответствующий ползунок. Выбор сократится, но не нужно будет тратить время на скачивание и проверку. Выбрали модель, скачиваем, и потом достаточно только нажать на кнопку «Использовать». При первом обращении в чате модель будет автоматически запущена. Ну, давайте спросим у нее что-нибудь. Пусть разоблачит какой-нибудь миф. Что он там выбрал, сейчас не важно, важно, что все работает. В Jan AI также можно установить модели с Hugging Face. Но если перейти в раздел обзора и просто ввести в поиски, ничего не найдется. Тут надо проделать другие действия. Идем непосредственно на сайт Hugging Face. Чтобы найти модели, кстати, регистрироваться не обязательно. Просто переходим во вкладку «Модели». Видим, что сейчас здесь их более 1,5 миллиона. Для удобства все они сгруппированы по функционалу слева. Это фильтры, нажав на которые вы уже получите выборочный список. Фильтровать также можно и по популярности, и по дате появления, и другим параметрам. Мне нужен Клод, поэтому в строке «Фильтр по имени» начинаем писать «Клод». Обязательно указываем GGUF, оптимизированный формат. Приложение работает с ним. Теперь можно выбрать модель, посмотреть ее карточку, но вы не будете застрахованы от того, что она может не запуститься на вашем устройстве. Тут эксперимент. Далее копируем ссылку на нее прямо из адресной строки. Переходим в Jan AI и вставляем в строку поиска. Все. Модель подтянулась, теперь можно ее скачать. Здесь уже мы видим несколько вариантов. И вот те, которые отмечены желтым треугольником, могут быть медленными на моем устройстве. Красный треугольник означает полную несовместимость. Скачиваем и нажимаем «Использовать». Работает, получается. По крайней мере, модель запущена, ответ получен. Его содержание — это уже совсем другая история. Теперь работа с API. Реализована удобно. В поиске моделей выбираем облачные, и здесь собраны все киты. От Google до OpenAI. Пусть будет Google. Входим и видим вот такой список доступных моделей. Для работы нам понадобится специальный ключ. Его нужно получить в своем кабинете Google AI Studio. Но Jan AI заботливо сразу же дает нам ссылку. Переходим в студию, там нужно быть зарегистрированным, и создаем новый ключ. Копируем, возвращаемся в Jan AI, вставляем и нажимаем «Обновить» над списком моделей. Теперь в чате в разделе облачных моделей они будут доступны. Но сразу важные замечания. Первое. API — это платная история, и она зависит от компании, которая предлагает услугу. Стоимость и условия в вашем личном кабинете. Второе. В случае работы с API приватность уже не гарантирована, как, впрочем, и при пользовании нейронками в браузере. Ну и последнее. Также есть возможность тонкой настройки установленных языковых моделей. Параметры в основе своей такие же, как и у LM Studio. Да, и точно последнее. Проверил, работает ли офлайн. Конечно, работает, но с оговорками, которые были в описании LM Studio.
Итак, плюсы очевидны. Приватность, оффлайн-работа, свобода кастомизации и огромный выбор языковых моделей. Но есть и свои минусы. Вам понадобится довольно мощный компьютер, а настройка может быть не самой простой. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.